подвезли до границы практически, так что мы сейчас попрощаемся. Hey, see you. Bye. На такой крутой машине меня подвезли. И здесь пешочком, наверное, дойду уже до границы. Здесь уже начинается очередь, просто очередь из фур нереально. Туда, наверное, не знаю, там на полкилометра, наверное. В ту сторону, наверное, на километр. И я не знаю, сколько еще отсюда до границы, потому что эта дорога ведет... Ой, я не знаю, честно, куда она ведет, но, в общем, человек, который меня подвез, она снимает фильм про Вторую мировую войну, поэтому они, видимо, я не знаю, либо там раскопки какие-то, либо какие-то бои велись, либо просто какое-то удачное место. В общем, пойду сейчас на границу. А еще чуть было не забыл, она такая была милая, что просто не смогла не поделиться, и она дала кучу батончиков, просто кучу. Сейчас попробую достать их. Показать просто сколько, вот это количество. Просто вот эти все батончики, которыми она поделилась. Ну, кроме этого, это был мой батончик. То есть просто оцените количество. И вот это какая-то интересная штучка. Она сказала, это что-то вроде... Если я не ошибаюсь, то это мед или что-то похожее на мед. Но я еще не пробовал. Здесь вот разламываешь. Наверное, на видео не будет, может быть, видно. Разламываешь пополам и вот можно будет попробовать. Прошел я границу, но что мне понравилось, что это схоже с тем, когда ты на мотоцикле. Если ты подъезжаешь к границе, ты не стоишь ни в каких пробках, сразу подходишь ко всем кассам, ко всем служащим, быстренько тебя оформляют, особо никто не смотрит на себя. Так что в этом плане это очень удобно. Вот такой большой плюс, если вы передвигаетесь автостопом. Ну вот, в общем, прошел российскую и латвийскую границы и надвигаюсь в сторону Москвы. Как понимаю, то это железнодорожный путь из Латвии в Россию, и пути всего одни в обеих направлениях. А здесь продолжаются пробки только с другой стороны, и желающих ехать многокилометровые. Доброе утро. Вот так я закончил свой первый день в Москве и начал, соответственно. Сегодня уже спал не снаружи квартиры, как вчера, а внутри. Все потому, что я занялся по каучсерфингу. И самое интересное, что это новая квартира, в которой еще никто не живет. Здесь делают ремонт ребята, и мне просто оставили ключи от квартиры. Сейчас вкратце расскажу про вчерашний день и выпью чаек. В общем, мой чай готов, и хочу рассказать про вчерашний день, который был полон на хороших людей. Все началось с того, что Вова, это парень, с которым познакомились на границе с Россией, довез меня до Москвы, то есть я доехал всего лишь на одной попутке до Москвы. Вова, привет, брат. Дальше я воспользовался очень классной аппликацией на мобильный телефон, Couchsurfing, и нашел семейную пару, которые приютили у меня, точнее даже не у себя в квартире, а в квартире, которую они купили, чтобы сдавать дальше. Меня накормили, напоили. У них также остановились две путешественницы. Всем привет. Честно скажу, что каждый положительный опыт о путешествии очень сильно вдохновляет на следующие поездки. Сейчас ровно 10 утра, и я не могу сильно долго задерживаться в Москве, поэтому сейчас допью чаек, чуть-чуть перекушу и буду собираться. Я уже набрал с собой воды чистой, на всякий случай, 1,5 литра, ну более чем достаточно, и заряжаю пауэрбанк. Пусть и временами было тяжело, допустим, стоять там час или два в ожидании попутки, но я встретил очень много хороших и настоящих людей, которые мотивируют меня двигаться дальше, да и вообще в целом чувствую себя отлично, чего и желаю вам. Сейчас направляюсь в сторону Балашихи, это выезд из Москвы, чтобы дальше отправиться в сторону Нижнего Новгорода.
добраться до Балашихи, мне нужно ехать либо на маршрутке, либо на поезде, либо пешком пройтись. И проблема в том, что я же без денег. Я выбрал самый короткий и самый быстрый путь, это на маршрутке. Но я без денег. Но я вспомнил, что у меня есть карточка московского метро. Вот это та самая карточка, за которую мне должны вернуть депозит. То есть, по факту, я деньги трачу, но, по крайней мере, не из своего кармана. Не те, которые я мог бы взять, выезжая из дома. Так что все честно. В общем, отправляюсь тогда в метро и попробую вернуть деньги за депозит. Надеюсь, это будет удачно. Иначе мне придется идти, наверное, либо пешком, либо просить кого-то из прохожих оплатить мне дорогу. Но, на самом деле, это делать не хочу. Добрый день. Можно карточку, деньги за карточку вернуть? А сколько? Что? Сколько денег? Все за карточку, за саму. А, вернуть вы хотите? Да. 62 рубля здесь не возвращаются. Сколько не возвращал? У вас здесь 62 рубля лежат. Да. Они не возвращаются. Только 50 рублей возвращаются. То есть я за саму карточку 50 рублей могу вернуть только? Только 50 рублей. Ну, давайте 50 Логовая рублей. стоимость. Давайте 50 рублей тогда. А? Давайте 50 рублей тогда. 62 рубля пропадут. Вы проехайте, потом... Я вышел из маршрутки, как раз ехал максимально долго по направлению в Нижний Новгород. Доехал до Балашихи. Но здесь дело в том, что моя трасса, она на мосту. Поэтому мне, получается, надо идти в сторону направления Нижнего Новгорода. Метров, наверное, 300-400. Буду искать какое-то местечко, где можно начинать стопить машину. Очень неудачное место для стопа, потому что весь транспорт, который двигается в направлении Нижнего Новгорода, едет по мосту. А здесь две дополнительных полосы, которые сворачивают уже в Балашиху. Следовательно, мне нужно идти, пока не закончится следующий мост, и искать место, где можно застопить машину, и уже после моста. Я прошел 2 моста, торговый центр, и здесь опять поворот. Надеюсь, что через какое-то время, буквально там метров 100-200 осталось пройти, тогда начну стопить уже машину. А то я иду уже, наверное, в течение часа, мне кажется. Я очень рад нашей встрече с Борисом, потому что он дал мне пищи для ума и для живота, за что ему огромное спасибо. Привет, Владимир. К сожалению, у меня достаточно времени только чтобы рассказать о том, как я добрался до Владимира. И хочу сказать спасибо 2 людям. Первый случай мне довольно интересен был тем, что у меня, конечно, опыта автостопа довольно мало, но было забавно, конечно, слушать от взрослого мужика, что он стопит только 2 парней, и ему нравится смотреть на то, как они проводят время вместе. Честно говоря, я чувствовал себя, как будто до меня сексуально домогаются, поэтому я по возможности хотел как можно быстрее слезть и двигаться дальше уже на другой попутке. Вот. Да, к счастью, я довольно быстро нашел второго водителя. А второй водитель оказался Борис. Это, на удивление, очень интересный человек, с которым мы подружились, надеюсь. Который обязательно останется в моей памяти и в моем сердце, потому что таких людей не так много. Они мотивируют нас на достижение каких-то высот, и за что ему очень благодарен, во-первых, за помощь, за поддержку и за какие-то определенные советы. Привет, Владимир, и пока, Владимир, надеюсь. Прошел уже 2 километра, наверное, 1,5 по трассе. Здесь вдоль всей трассы идет сплошная линия, и знак «Остановка запрещена», поэтому я даже не знаю, пробовать здесь стопить еще или пойти дальше. Наверное, постою минут 15, и тогда буду двигаться дальше. Середина октября, а у трассы
растет цветочек. Вот так новость. Шел до тех пор, пока не вышел из Владимира. То есть все уже. Владимир заканчивается. Совсем недавно я был там, теперь я тут. Был там, теперь тут. Сколько еще идти, вообще без понятия. Сколько не иду, и все время сплошная. Уже утро, и все потому, что я эту ночь провел у замечательного человека. Его зовут Константин. Он подошел ко мне на остановке и предложил остановиться, потому что он сам автостопщик, как и я. Поэтому вот я его могу представить. Всем автостоперам привет, те, которые смотрят этот видеоролик. Не будьте козлами, помогайте друг другу. Если увидели автостопера, который сидит на остановке там или на дороге, и вы предлагайте свою помощь. Почему? Потому что это вам тоже аукнется. Вот. Поэтому всем автостоперам пис и легких дорог. Собственно, вот эта остановка, на которой подошел ко мне Константин. И я добрался до нее опять утром, продолжил свой путь. Собственно, почему мне пришлось остановиться именно у Кости? Потому что у меня была все-таки надежда, что я поеду дальше. Я не мог поверить, что за день я проехал всего лишь 200 километров из Москвы. А дело в том, что эта трасса, с одной стороны, у нее везде сплошная. И получается, что есть объездная трасса, которая идет не через поселки, не через города. И по ней надо было ехать. А я вышел немножко уже во Владимире. Из этого мне пришлось пройти пешком. И как сказал Костя, то ни один человек не остановится из местных и не подберет автостопера. Ну, я думаю, может быть, он и лукавит, но отчасти вечером я сомневаюсь, что кто-то захочет меня остановить. Мое путешествие из путешествия автостопом превращается в пешее путешествие, потому что второй день я начинаю с того, что иду. Добрался до долгожданной заправки Татнефть, и причем, что интересно, что она одна напротив другой. Спустя 3 часа, практически 3 часа, я все-таки добрался до следующей заправки, которая как раз после объездной дороги. И мой спаситель Дмитрий, так мало того, что он меня подвез, так он мне дал еще 150 рублей. Просто что? Вот это было нереально неожиданно. Дмитрий просто великий человек. Ладно, буду искать дальше машину, надеюсь добраться не просто до Нижнего, а до Казани. Ну, время покажет. Долгожданная Казань. Спустя несколько дней и в районе 2000 километров я все-таки приехал в Казань. За что я должен, наверное, сказать очень многим людям спасибо, которые поддержали меня в пути. Было очень приятно. В общем, я в Казани.